Кобра стайл. Патрони достаємо. Натягнув і ж натягувати. Фига себе. Такий жим, не знаючи. Привет, друзья! Сегодня расскажу вам об одном очень интересном объекте. Чем он очень интересен? Ну, во-первых, такого еще не было. Мы бурили отверстия не ради самих отверстий, а ради кернов. Эти керны заказчик берет на экспертизу. Мы не впервые бурим керны для экспертизы. Очень часто мы это делали в Киеве, когда заливалась какая-то плита перекрытия, и там был какой-то разрыв во времени в подаче бетона, и заказчик перепроверял генподрядчика, сомневаясь в качестве бетона. Но это было, во-первых, в Киеве, во-вторых, это была обычно либо фундаментная плита, либо плита перекрытия. То есть там толщины были до полуметра. Но у нас-то совсем другой случай. Сейчас мы бурили отверстия, а точнее извлекали керны для взятия в лабораторию из фундамента ветряка. Реального ветряка. Вот такого ветряка. Даже больше, чем та дырка, да. Не, мы не покажем, какой это ветряк. Так, давайте по техзаданию. Значит, техзадание было такое. Около 20-22 отверстий. Диаметр больше 100 мм. Глубина плавала от 400 до метра. То есть чистый размер керна должен был быть в первом случае 400 мм, во втором 600, в третьем 800 и в четвертом 1000. Бурили мы 110 и 120. Сколько времени на это ушло? Ну, забегая вперед, могу сказать, что ушло у нас 2 дня. Всего мы выполнили около 25 отверстий. Почему разница в глубине такая? Потому что фундамент имеет форму под конус. То есть там, где основа и где анкера под крепление ветряка, там высота максимальная, там около метра или даже больше. А чуть ближе к плоскатам этого фундамента толщина или высота уменьшается и доходит до 400 с копейками миллиметров. Поэтому нам выдали схемку, на которой были четко размечены, какие отверстия мы должны пробурить, где какой керн извлечь, какой глубины, соответственно пронумеровать и выдать ребятам, которые отвозили сразу эти керны на экспертизу. Насколько я понимаю, почему такая задача возникла. Произошел временной разрыв в подаче бетона в несколько часов. И заказчик захотел перепроверить генподрядчика по качеству залитого бетона. Ну, я так понимаю, это технологически просто необходимо. Ветряк имеет большой вес, большую высоту. Есть сумасшедшая динамика у этого фундамента по основанию ветряка. И если там как-то напортачить с бетоном, я так понимаю, могут быть сложности. Вплоть до падения этого ветряка. Так, по размеру фундамента и ветряка. Из того, что мне известно, высота ветряка должна быть 120 метров. По объему залитого бетона, там что-то озвучивалось около 600 кубов бетона залито в фундамент этого ветряка. Но 600 кубов просто на слух это более 1500 тонн. Это не считая арматуры. По арматуре, в том месте, где мы бурили метровые керны, там было около 10 рядов 32 арматуры. И схема армировки такая, что к центру этого фундамента от краев сходились эти все, как лучи солнечные в центр. Соответственно, если где-то там на краю фундамента при глубине 400 и даже 600 у нас был теоретический шанс не зацепить арматуру, чем ближе мы двигались к центру фундамента, тем меньше у нас таких шансов оставалось. Они просто были нулевыми. По информации от ребят, из 25 или 6 отверстий, 1 или 2 было без арматуры. 40% металла в бетоне. Это мы точно бетон сверлили. Мы выполнили все наши 25 плюс отверстий за 2 дня. При том, что половину дня мы все-таки получали разметку. Я считаю, что выполнение этого объема работ за чистых 1,5 дня рабочего времени — это супер результат. Какими машинками мы бурили? Ну, конечно, ДД-350.
250-ку можно было брать, пробовать, играться, но я думаю, что толщины более полуметра, даже диаметром 110-120, это то еще удовольствие при такой армировке для бурения 250-м мотором. Друзья, очень интересно было доставать сами керны, потому что задача была достать керн максимально целым, и мы не совсем привыкли к тому, что нам надо доставать керн. То есть обычно мы как к выполнению отверстия относимся. Нам нужен проем или отверстие чистый, без керна. Неважно, куда этот керн улетит, неважно, как мы его достанем, разобьем, просто там как-то он выпадет сам, выковыряем его. А здесь надо было керн достать, неважно само отверстие. Тут все на выворот, вот так, на 180 градусов. Я сейчас рассказываю об этих вещах и понимаю, насколько для меня непривычно. Цель не выполнить отверстие, а достать керн. И пофиг на то отверстие. А для ребят, которые выполняют отверстие ежедневно, у них задача выполнить всегда отверстие. Тут задача такая, раз, надо достать керн, отверстие. Отверстие никого не интересует. А как достать керн? А это уже ваши проблемы, ребят. Друзья, вы представляете, насколько мир тесен? Наши ребята жили у хозяйки в квартире, которая родом из того места, где у нас находится база сейчас. Из того места, где я родился. Но эти два места находятся на расстоянии 750 километров друг от друга. Это как вообще такая случайность? Ребята, если вы строите ветряки высотой 120 метров, и ваши генподрядчики накосячат, то опять же вы знаете, кому надо звонить. Ну а вообще надо просто взять и подписаться на наш канал, кто еще не подписан. Потому что я не понимаю, как на него можно быть до сих пор не подписанным. Мы такие интересные видео показываем вам. 13-й год мы режем бетон, но только сейчас нам встречаются, вот как специально для видео, какие-то уникальные задачи. Я не знаю, почему это так происходит. Это нормально. Все, быстренько подписываемся на наш канал, ставим лайк, включаем колокольчик. Благодарю за просмотр. Пока.